Если есть у Земли сердце, то оно бьется здесь, в самом центре Австралии. Тысячи километров от суеты, шума, спешки. Только ты, Красная Земля, вечность и мухи. Мухи везде. Здравствуйте, мои дорогие! Я с вами не виделась уже 2 недели. Надеюсь, у вас все хорошо, ничего не произошло за это время. Я очень соскучилась и рада для вас записать это видео. Я уезжала на Улуру, и если вы смотрели мое маленькое видео Шотс, я была на этой скале, которая абсолютно невероятно красивая, очень какая-то магическая, и я расскажу вам сегодня в этом видео поподробнее о своем путешествии. Ну, начну с того, что я ездила с Леной. Лену вы помните. Вдвоем поездка. Мы получили огромное удовольствие, много смеялись, провели прекрасное время. От Элис Спрингс до Улуру где-то примерно 4 часа на автомобиле. То есть мы поехали на автомобиле. Также от Улуру. Улуру находится в парке национальном, где 40 километров от Улуру еще находится такая скала Ольга. Я тоже делала шот, если вы смотрели. Это что Улуру, что Ольга и национальный парк является объектом наследия ЮНЕСКО. Улуру – это такая монолитная скала, огромная, огромная. Она выше, чем Эйфелевая башня, и по протяженность по базе, вот так вот вокруг пройти, это где-то 9,4, насколько я помню, километра. И за 3,5 часа можно пройти вот так вот вокруг всего этого камня. Раньше Улуру это было, скажем, морское дно. А вот уже 500 миллионов лет назад мы уже способны были видеть этот камень уже глазами, вот так вот на суше. Это священное место для народа Анангу. Это коренные жители, которые живут в этом регионе. Также есть название Айрс Рок. Айрс Рок – это уже европейцы дали название этой скале в конце XIX века. Но сейчас чаще называют Улуру, потому что это уважение к коренным жителям, которые тысячелетиями живут на этой земле, поэтому будем называть это Улуру. Кстати, до 2019 года можно было взбираться на Улуру, то есть на вершину, но после 2019 запрещено, и тоже в связи с тем, что это святое место для народа Анангу. По сей день проводятся там коренными жителями церемонии всеразличные, и много есть мест, которые просто мы не имеем права фотографировать. Я, к сожалению, не была сильно готова и не читала информации много об скале, когда я поехала, и, конечно, надо было отнестись к этому более, скажем, как к спиритуальному месту, но мы очень много смеялись с Леной, хохотали, болтали, поэтому я еще раз поеду еще разочек, а может быть и не один, и попробую немножко с другой энергией прийти в это место. Хочу начать с того, что сама дорога вообще вот от Элис Спрингс до Улуру это очень интересное такое путешествие, потому что это мы путешествуем по Outback. Я вам говорила, что такое Outback, да, это вот где такие места без населенных пунктов через пустыню. Пустыня выглядит необычно, она достаточно, я бы сказала, местами зеленая, пушистая, очень много неба, красные пески. Конечно, само путешествие где-то примерно 4 часа от Элис Спрингс до Улуру на машине, и это было очень интересно смотреть. Когда я подъезжала уже к Улуру, это как мираж появляется. То есть ты едешь, у тебя так много неба, эти пустынные какие-то ландшафты, и вдруг появляется какой-то вот эта вот огромная такая скала,
цвета такого оранжево-красного. Это выглядит действительно как мираж. Чем ближе ты подъезжаешь, тем ты больше понимаешь, что что-то здесь, что-то такое больше, чем скала. Когда я вышла из автомобиля, я помню вот это чувство, я смотрела на Улуру и повторяла абсолютно как-то бессознательно: какая странная скала, какая странная скала, какая странная скала. А мне Лена говорит: что ты повторяешь? Я говорю: я не знаю. То есть у меня было такое непонятное такое чувство, какое-то, что это такое? Очень, конечно, магически, вообще выглядит магически. И закат мы встретили тоже недалеко от Улуру, и нам удалось увидеть в другом цвете этот камень. Потом мы остановились в кемпинге. Я хотела бы рассказать немножечко вам о кемпинге. Дело в том, что я давно уже не ездила в палатки. Давно, лет 15, наверное. И я была удивлена, насколько сейчас это просто. Вот палатки. Ставятся за 5 минут. Матрас сам надувается. В общем, все прекрасно. И условия, кстати, в кемпинге были шикарные. Как сказать шикарные? Все-таки был и Wi-Fi, кухня. Здесь просто туалеты. Здесь просто душевые комнаты. В общем, очень все было достаточно прилично, чисто, красиво, насколько это может быть для кемпинга. Поэтому мне очень понравился такой опыт. У Лены еще палатка, кстати, открывается с потолком таким прозрачным, то есть можно видеть звезды, ночное небо. Это был прекрасный опыт, и я абсолютно точно буду ездить с палаткой в дальнейшем. На утро мы поехали на встречу рассвета на Ольгу. Это, как я уже говорила, в этом же национальном парке другая скала называется Кататюта или Ольга. Давайте расскажу вам немножечко, что такое Кататюта. Кататюта в переводе с языка анангу – это многие головы. Это такой комплекс из 36 огромных куполообразных скал, расположенных примерно в 50 километрах к западу от Улуру, в национальном парке Улуру-Кататюта. Европейское название Ольга, как я уже говорила. А почему это место особенное? В отличие от Улуру, который представляет собой один монолит, Кататюта – это группа массивов и возвышается до 546 метров, то есть выше, чем Улуру. Скалы состоят из конгломерата, смеси валунов, песчаника, глины, спрессованных миллионы лет назад. И для народа Анангу Кататюта так же священна, как и Улуру. Некоторые части настолько важны, что туда запрещен доступ даже другим представителям племени. Я уж не говорю о туристах. Что можно увидеть и сделать здесь? Мы с Леной сходили по тропе Долины ветров. Невероятно живописная прогулка через ущелье между куполами. Здесь чувствуется дыхание древности. Это великолепно. Есть и другие прогулки, тропы более легкие, через ущелье, где ветер буквально поет между скалами. Если не тропы, то, конечно, можно приехать просто на закат, на рассвет. И, как вы уже видели из моего видео, это великолепное зрелище. И последний наш пункт
назначение это был Кингс Каньон. От этого национального парка до Кингс Каньон нам потребовалось тоже чуть свыше 3 часов добраться. Мы там встретили закат. Это тоже было необычное место. Я чувствовала себя как на Марсе. Красные такие пески, красные камни, невероятно красивые пейзажи. И туда нужно, конечно, идти немножечко более подготовленным, потому что там достаточно много надо взбираться наверх. И, конечно, если какие-то проблемы есть с коленями, то, наверное, это будет проблематично. Но я получила огромное удовольствие. И вы знаете, еще Кингс Каньон, вы взбираетесь, идете вот этим по марсианским совершенно таким пейзажам, и потом доходите до какого-то места, как это выглядит, как рай. Такое спокойное какое-то озеро небольшое, летают птицы, тишина, покой, и совершенно необычное вообще для этого каньона вот такой уголок. Hello, how are you? Hello, how are you? Oh, nice. Nice. Yes. Ooh. I know. Друзья, если вдруг вы планируете или когда-то хотели посетить Центральную Австралию, я вам крайне рекомендую поехать на Улуру, посмотреть Ката-Тюта и обязательно посетить Кингс Каньон. И все эти 3 места оставят в вашей жизни глубокий след. На сегодняшний день мое видео подошло к концу. Всего вам самого доброго, хорошей вам недели. И до новых встреч, до следующего воскресенья. Пока!